Леди и джентльмены, привет всем, с вами Сэр Холмс, продолжаю Morrowind Tamriel Rebuild, по-прежнему нахожусь в замке Старого Эбенгарда, любуюсь красотами Антирина, наверное, с самой Бонитовой башни еще красивее будет вид, но мы туда еще доберемся. И прежде я хотел поделиться радостными новостями, ну их немного, но они приятные. Это, во-первых, я установил новую версию графического гербализма, и теперь у меня не будет проблем со сбором ингредиентов. Помните, да, что практически ничего мне не удавалось собрать. Вот, теперь графический гербализм работает также и для местных, там, ребилдских всяких растений. Вот это обновленная версия MWSE, и по идее еще это улучшает производительность. Может быть, мне кажется, но по-моему лагает уже меньше, что скажете. Вот, и вторая новость. Одним забугованным квестом меньше. Это квест про параноика-сборщика податей, которого я сопровождал близ Альмастира до Индалруна. Ну, как вы помните, я решил объединиться с грабительницей. Вот я не знаю, почему квест забаговался. Его финалом считается смерть сборщика податей. Вот, он фактически был убит грабительницей, но почему-то скрипт это не отметил никак. Может, что-то подвисло в этот момент, может быть, сам квест забагован, может быть, мне надо было его своей рукой убить. Но, тем не менее. Вот, еще есть квест с Личем и Крестоносцем. Я его тоже хотел сделать выполненным, но не нашел информации по нему, чтобы его ID, да, вбить в консоль. Его ID мне неизвестен. Вот. Ну, он не то чтобы забагованный, может быть, там просто нет иных исходов в этом квесте, кроме как сломать жемчужину, но я этого делать не хочу, так что, ну, пусть пока повисит. Вот, на повестке дня, опять же, расследование дела генерала Кассика. Я тут подумал, что дядька сидит 30 лет в тюрьме. Вот, и надо бы что-то с ним уже решить. Вот. И у меня еще на повестке помочь аргонянину, который на арабском рынке, да, сидит, попросил меня в миссию аргонянскую смотаться. Вот, но он-то сидит там, наверное, все меньше, чем 30 лет, поэтому генерал у нас в приоритете. Вот, и я ищу его сейчас, жену и телохранителя жены. А мэтр Владислав подсказал, где их можно найти, так что волей-неволей я теперь знаю, и, наверное, нет смысла тупить, прикидываться, что нет, так что я, наверное, скоро их найду. Вот, но тут я наткнулся на записку о ремонте и изменении, переносе локации. Это что у нас? Имперская канцелярия, проходит важные ремонтные изменения, обновление эстетическое. Так, работа запланирована к окончанию в течение следующих лет. И теперь офис великого инспектора находится в башне Дибеллы. Ну, я вообще сюда тоже хотел заглянуть. О. Посмотреть, как тут у них работы про... О! Болотный брат, привет. Рассказывай, что у вас тут. Добро пожаловать в имперскую канцелярию. Ну, или в то, что от нее осталось. Если ты здесь по делу, офисы передислоцировались наверх. Если ты хочешь исправить этот беспорядок, наведенный этими идиотами, пожалуйста, проходи. А что надо делать? Рабочие... головного офиса, который головной офис нам послал, не сделали никакого прогресса за эти дни. Часть по демонтажу прошла гладко. Эту часть они поняли. Но это все, что они смогли сделать. Самая худшая часть
это то, что... Rubble blocking. Что-то, в общем, блокирует, наверное, камень какой-то. Блокирует дорогу к моему прежнему столу, в котором находится очень важный документ. И я не хотел бы, чтобы он попал в чужие руки. Но если сможешь достать мне этот документ, я тебя вознагражу. А как взять квест? Канцелярия ведет отчетность по гражданам здесь, в Моровинде. Главным образом, чтобы собирать с них налоги. Ну, может быть, это не считается просто квестом. Такое небольшое совсем поручение. Вот, записи тут, да, содержат длинный список дней рождений, смертей, женитьб, миграций в последнюю пару лет. Гульфс? Нет. Глифс. Наверное, грифы, да? Печати, отметки красными чернилами свидетельствуют о бурной работе канцелярии. Карта, смотрите. Вот. Тебе лучше отремонтировать сначала столбы. Я, значит, опытный архитектор, похоже, да? Я уже знаю, уже еще особо не изучая тут обстановку, знаю, что мне нужно сделать, чтобы с этим разобраться. Отремонтировать столбы. Так, что это? Пол ты еще не можешь отремонтировать. Не-не-не. Ограду мы не будем убирать. О, черт! Я что-то взял. Подожди, она не поместилась в инвентарь, что ли? Похоже, нет. Ладно, я убрал упавшую платформу. Упавшая полка. Убрал. Начал наводить порядок. Пол я пока не могу отремонтировать. О, прочистил, смотри. Мне нужна кирка. Смотри, что делаю. Даже не вникая в дело, начал тут все у них чинить, наводить порядок. Надо хоть с рабочими поговорить. Как они объяснят весь этот беспорядок? О. Я просто тут изучаю все. И ничто мне не помешает. Никакие завалы, ничего это сделать. Я просто возьму и разгребу своими когтистыми лапами. Так, ну здорово. Так, я рабочий здесь по поводу этих всех конструкционных работ. Если ты здесь, чтобы помочь разобраться с беспорядком, я был бы рад, если ты вступишь в нашу команду. Я получил эти инструкции сверху. И я не могу прочитать ни одну из них. То ли страницы промокли, пока они сюда добирались, то ли я слепну уже. Если знаешь что-то о ремонтных работах, будем рады, если предложишь руку помощи. Я не буду тебя останавливать. Я думаю, что я с этим разберусь. Слухи. Пророчество о Нереварине, ага. Так, вот, значит, инструкция.
Так, первый шаг. Убрать мебель и другие ценности. Второй шаг. Демонтировать пол и поддерживающие столбы. Потом здесь у нас большое пятно черных чернил заляпало большинство этой страницы. Текст не читаем. Шаг 15. Конструкция завершена. Доложитесь своему ближайшему супервизору. Супервайзеру. Какие вообще есть синонимы у этого слова, друзья? А то это словечко не очень подходит под атмосферу игры. Так, Мазрол, Грол, Лут. Не обращайте внимания. Орк. Куда я дел свой молот? Какой беспорядок? Ты о чем? Я знаю, где твой молот. Похоже. Ладно, ему ничего не интересно, кроме его молота. Так, что здесь? Ничего интересного. Вивек. Ляпота? Да, уже с другой стороны нахожусь. Бонитовой башни. Окей, посмотрим, что наверху есть. Но вообще мне нужна кирка, вот что я могу точно сказать. Вот эти ребята, да? Прошу прощения, у меня не очень там много времени. Я тут занята исправлением ошибок в записях канцелярии. Давай назовем оба поселения бенгардами. Не думаю, что это приведет к какой-то путанице. Ладно, не буду. Тебе виднее. Писарь и клерк. Слухи. Окей, ладно. Не мешаю. Стой, свиток. Тут что у нас? Какая-то налоговая война. Бьолт. Голубое сердце. У нас не очень много посетителей, говорит. Впервые вижу Норда, писаря и клерка. Это что такое? Есть идеи, что это? Песня о Тайбере Септиме. Алфавит для варваров. Так, это прокламация. Эдикт прокламация по поводу налога на мыло, смотри. Длинный законный документ, который определяет налоговые ставки для многих жировых или основанных на воске твердых веществах. И либо алхимических, либо персональных гигиенических нужд, известные тем самым в этом документе как мыло. Да, бюрократия в ее наилучших проявлениях. А налоговые ставки на алхимические мыла, такие как мыло сладов, это 5 септимов. Ага. А налоговые ставки на другие мыла 0. Понятно. Все просто. А документ длинный. Согласно этому документу, налог на мыло применим только к мылу сладов, а не к всему мылу. Это объясняет, почему наши поставки мыла не прибывали. Никто не хочет платить налог 5 септимов за 5-септимовый этот брусок мыла. И в конце концов, люди,
Мыло Сладов — это не мыло. Да. Короче, знаете, у меня впечатление, что имперская канцелярия здесь опередила свое время в плане... как это? Закона... Придумывания законов, в общем. Слишком сложно, чтобы понять, видимо, из этого документа, что налогом облагается только мыло Сладов, поэтому его никто не хочет поставлять. Вообще никакое мыло, потому что думают, что на все мыло налог. О, ладно, что тут пишут? Долгая война из-за налогов, что-то, видимо, снова вступило в силу. Так, в щедром порыве, не знаю, Эль Септим VII, да будет долгим его правление, удивил империю восстановлением. Подожди, что я гоню? Это военный налог. Вот, восстановлением военного налога какого-то. Поставленный, чтобы войти в его 34-летие, налог был установлен, чтобы помочь восстановлению после разрушительного симулякра. Так. Я уже на самом деле забыл, что такое симулякр, друзья. Это же не катастрофа? Нет, не деформация Запада, да? Не то, что у нас было после событий Дагерфола. Или это правление Ягара Тарна? О, вот, да, вот, это скорее всего, да? Это ж оно? Когда Ягар Тарн занял трон императора, ну сколько там, на 10 лет, да? То есть события арены. Так, прерия боже мой. Бририкка, Бририция. Бририкция. Директор ветви Старобенгардского филиала ее банка, в общем, комментирует, что это будет восстановлением нормальности, чем больше процветают жители империи. Нет, чем больше процветающие жители империи страдали от чрезмерного бремени налогов. Ну, короче, много жителей страдали от налога. Вот. Теперь благополучие может течь свободнее, чем когда-либо. Благополучие будет приумножаться. Ничего не вижу такого, только процветание впереди у империи. Так, новое гражданское востребование. В том же документе император открывает новый какой-то хозяйственный налог, не превышающий 10 септимов, чтобы он использовался на поддержание состояния дорог. Отвечая на критику, которая говорит, что новый налог попросту смещает бремя с богатых на массы народные, да? Фририя, наверное, объясняет. Не смотри... В общем, это нонсенс. Это ничего более, чем честный, очень честный налог хозяйственный. Каждая ответственная семья должна быть способна покрыть эту стоимость вообще без проблем. Читатели, обладающие собственностью стоимостью более 30 тысяч септимов, могут быть удовлетворены, услышав, что их общее налоговое бремя действительно будет уменьшаться как результат этих изменений. Пробел забыли. Ну, короче, притесняем бедных. Даем новые преимущества богатым, да? Ну, какие тут, смотри. Кратко история империи.
Великие дома, может быть, да? А ты тоже норд, да? Как у вас много нордов в канцелярии. Не пойми неправильно, но ты выглядишь как человек, который не прочь полазить по канализациям. Мой лучший клерк, похоже, сошел с ума и взял очень важный свиток с собой. Да, один из лучших, что я когда-либо видел. Органианин по имени, похоже, я забыл. Как бы то ни было, его имя должно быть Shrinks his duty. Что-то там делается своим долгом. Последний раз его видели, когда он шел к канализациям на восточной части города. Я не хочу, чтобы он возвращался. Его, ну, это безумие нам ни к чему. Но свиток бы я не прочь вернуть, как бы то ни было. Да, тебя же я послал, чтобы найти. Да, короче. Восточная часть города, так. Это вообще где? Опять в канализации лезть. Ну, я на самом деле планировал все равно это действо. Это же бедный район. Я думаю, там интересно будет. По-любому. Так, а что тут за клетки у вас? Ну это, наверное, не клетки, а хранилище. В общем, клерки заработай, да? Копья, клейморы, смотри. Половина наших карт уже устарели. Или являются пропагандой торнийцев. Так, это не каменный лес. Это не Вивен. Это не драконье что-то там поле. И я уверен, что ни Искат, ни Китендис никогда не существовали. Ребят, я вообще не понимаю, о чем он. Ну, ясно, что о каких-то географических названиях, указанных на их устаревших картах. Что это такое все? Может, вы знаете? У него можно про Аймру спросить. А что ты мне расскажешь про Аймру? Маленький волотийский город на северном береге озера Андарам, несмотря на малый размер. Это важная торговая точка. До дома Индарил. Так. Угу. Торгуют с Дрес через озеро. Что там про лучшего клерка? Лучший клерк. Это похоже на Кхин. А теперь, когда он ушел, мы все примерно равны. Ну ладно, я узнал его имя. Таэдра. Красивый гобелен. Это же гобелен? Ну, нормально, можно тут зайти прямо, не парясь. Тут закрыто, очевидно. Я все еще не могу найти кирку. Она вообще тут где-то есть? А что это такое? Почему эти штуки весят по фунту? Колесико сыра. Наверное, можно из него взять сыр. О,
Мыло слада. Куча печенек. Вы же не против? Это ящик с мылом, да? Добро пожаловать, агент. Можешь полюбоваться нашей прекрасной мозаикой. Мы потратили много времени. Но, надеюсь, она тебе понравится. Возможно, ты хочешь нам немного помочь? Мы в отчаянной нужде большего количества мозаических тайлов. Много лет назад нам пришел в голову план очень здоровской, такой кусочной работы, которая, тем не менее, никогда еще не была доведена до ума. Полная карта Тамриэля с каждым городом и городком, реализованная до мельчайших деталей. Многие из нас приходили и уходили в течение этих лет, работая над ней. И нам приходилось начинать сначала несколько раз. Но на этот раз у нас уже все продумано. Нам всего лишь нужно 17 желтых клеток. Получить их надо у Эуликса Фестия. Он где-то в городе. Когда мы их получим, у нас все будет готово. Ну окей, а где? Где он? Ой. Моровин сложен тем, говорили они, что надо найти человека, без всяких пометок на карте, зная только примерное местоположение его. Сейчас у нас даже примерного местоположения нет. Мы просто знаем, что он где-то в Старом Эбенгарде. Пойди найди его. Классика Моровинда. Да, уж понабрал квестов опять. Это у вас карта Тамриэля? Серьезно? Speak, traveler. Каждая клеточка мозаики была изготовлена, видимо, вручную, очень тщательно. Пожалуйста, обращайся с ними осторожно. Благородная попытка. Если я когда-либо... короче, однажды вся комната будет заполнена этими клеточками. О, появилась новая тема. Культы Даэдра. Мирундакон. Малакат, Малангмал, Шангарат. Плохие Даэдра. Товарищеские ординаторы, бла-бла-бла. Нет, вроде таких уникальных реплик. А тут заперто. Что, все, что ли? Это конец? Нельзя выбраться на крышу? Ну, естественно, наверняка можно. Амфора. Вдруг они прокляты? Нет? Ни черта. О, имперский город, красота.
Ничего, картины тут. Клавианские железные поножи. Медвежья броня. Интересно. Ничего себе, я взломщик просто. Все с первого раза взломал даже. Замок 100-го уровня. Сейчас даже не знаю. Для чего мне отмычка Грандмастера, если... О, смотрите. Ну, это типа вы конфисковали, да, эти товары, конечно. Это добро. Так, ладно, давайте возвращаться. Надо искать кирку. У вас тут нет кирки, не? Не похоже. Ну, пожалуйста. А там, наверное, хранятся, собственно, денежки, да? Налоги граждан Моровинда. Так, кстати, надо свою печеньку заточить. О, печенька действует на меня. О! Дело к закату близится. Красиво, черт подери. Так, это тут у нас береговая охрана. Смотри, какой парень. Мне кажется, он забаговался, наверное. Должна какая-то броня у него быть. Что это? Вот это вот явно так не должно быть. Восточный карантин. О чем это? Тут можно спуститься еще. Так, ладно, потом к ним зайду, и я хочу сильно не распыляться. По крайней-то мере. Раз взялся за вот это вот канцелярию, то и довести до ума надо. Потом из канцелярии, наверное, напрямую пойду уже искать жену Касика-то. Он там сидит уже 30 лет в заключении, а я тут... развлекаюсь ремонтом. У меня такое ощущение, что я пока ничего не смогу, потому что кирки у них нет. Надо искать где-то покупать, похоже. Починить столбы. Наверное, вот эти вот колонны надо починить. А то оно все совсем сломается, да? Так, окей. Жена Касика где-то в замке. Где-то на востоке. А вот если мы приходим вот отсюда, восток, он как раз там. Я прихожу с востока. Вот я иду на запад. Так, тут в этих башнях я был. Зенитара. Стендара. Или не был, не знаю. Может быть, она здесь? Может быть. Resettlement. Видимо, офис перераспределения. Что-то такое. Тут правильно, наверное, говорить не офис, а отделение. Что-то в этом роде. Куриная ножка.
это не они. Ян и я отправляемся в кальдеру на Варденфелле. Ну, здорово. Необычный лорд-генерал Моровинда. Слухи, все дела. Кто-то конкретный. Ну, это все такое, да. Агния и я на нашем пути в маленький городок под названием Кальдера. Когда-нибудь слышал о нем? Там даже бывал. Я слышал, что там фантастическая просто шахта. Я надеюсь, что смогу в нее устроиться. Яичный шахтер. Можно поболтать о скрибах с ним, но это мне сейчас не интересно. Иди своей дорогой. Что тут происходит, скажи мне, парень с вилами? Ты здесь тоже, чтобы переселиться? Я подыскиваю какое-нибудь фермерское угодье. Возможно, где-нибудь на полях Куммо. Наверное, я здесь не найду жену Касика, да? Speak, traveler. Это странно, они тут... Так не должно быть, по-моему. Клянусь, они делают эти формы переселения такими длинными, что они, наверное, не хотят, чтобы мы их заполнили. По-любому. Так, ну я думаю, тут у них даже бесполезно вот это вот все. Обычнер и клерк. Канцелярии. Вот это вот все у них бесполезно расспрашивать. Аргонянин. Очередь начинается за мной. Не то чтобы это важно, но у них уходят несколько дней, чтобы разобраться с единственным каким-то переселенцем. Да, я без очереди пройду. Провинции Тамрер. Я просто тут мимо крокодил, так что мне ничего не надо. Здрасте. Ты здесь для переселения? Я думаю, так, потому что нет других причин находиться в офисе переселения. Давайте посмотрим, что у нас есть. Вот доступные в текущий момент поселения. Скажи мне, если что-то из этого тебе подходит. Плагиат, Кальдера, Хельним, Эбенгард или Солстхейм. Хельним, например. Хорошо. Сделаю пометку. Холмс, Хельним, регион, район какой-то, видимо, не очень хороший район. Так, идеально. Не волнуйся. Это коллоквиальный термин, не знаю. Это такой пригород скорее. Вот так. Но остерегайся местных телваний, как бы то ни было. Если кто-то будет проходить мимо, спрашивая, не хочешь ли ты попробовать один из их новых эликсиров, то убегай.
Раньше я был нордом. Посмотри на меня теперь. В смысле? А, не волнуйся. Я уверен, что это место тебе подойдет. Пожалуйста. Предоставь мне имперскую характеристику. Что-то там. У меня нет такой. Ты понимаешь, что я делаю эти пометки чернилами? Я не собираюсь выскребать их отсюда. Я не хочу портить... Ну, в общем, пергамент из-за вот этих вот бесполезных штук. Получи бумагу, подписанную штабом переселения в имперском городе, и возвращайся, когда закончишь. Я не могу принять больше поселенцев, прежде чем ты вернешься. Какие безответственные некоторые люди. Я тут типа ушел, не дослушав ее. Ну все, что я наделал теперь? Из-за меня никто в очередь не продвинется. Простите. Я полезу на башню от стыда. Тут тоже ничего, ведь был бы еще день. Так, ладно, друзья, давайте на этом закруглимся на сегодня. Сейчас я еще зайду в библиотеку почитать вторую часть биографии Борензи, а то тут вы его спрашивал, когда там продолжение. Вот, ну и увидимся в следующем эпизоде. Спасибо за ваше внимание. Сэр Холмс, Тамрель Ребилд, пока-пока.